Всем привет! Давно мы не встречались на этом канале с вами, потому что у нас не было давно турниров по КС, но они сейчас вернулись. Наша команда играет турниры по КС 6, и сегодня мы будем с вами обсуждать с ребятами, с Али и Экзамплом, то, как наша команда отыгрывает, и какие у нас промежуточные результаты. Но для начала у нас есть новости. Наша команда переехала в Европу, и мы для наших зрителей хотели бы объяснить причины данного решения. Аль, Ну, в общем, самая главная причина, почему мы переехали, потому что организация не сотрудничает с игроками, которые находятся в России. Поэтому мы приняли решение о переезде, чтобы продолжать профессиональную карьеру. То, что мы любим делать, нам нравится. давайте расскажем, как мы тут обустроились. Живете ли вы все вместе или каждый снимает отдельно квартиру? Но у нас тут сейчас как буткемп, приехал Мелман еще, поэтому мы на время ПКС живем все вместе в большой уютной квартире. В общем, тут все замечательно, все хорошо. У вас у каждого своя спальня? Ну, мы с Квизи живем вдвоем, а Тёма с Мелманом по одному. А отыгрываете вы откуда? Из своих комнат? Нет, конечно, у нас есть большой зал, в котором мы все вместе сидим, но я чуть отдельно, потому что не хватило места, но нормально, все в одной комнате. Тёма, как тебе условия проживания? Да пока сойдет. Чего такого отметить? Ну, то, что вместе находимся на время турнира, это как бы более продуктивно, я бы сказал. Да, согласна с тобой. Всегда нахождение вместе команды повышает командный дух и улучшает коммуникацию. И также, мне кажется, то, что вы все рядом вместе, это действительно идет на пользу сейчас команде. Давайте сейчас, собственно, перейдем к обсуждению турнира по КС-6. Расскажите, как проходила подготовка к турниру, успели ли вы подготовиться с переездом? У нас выпало пару дней перед вылетом, потому что у нас были там сборы, мы собирали все вещи, компьютеры упаковывали, из-за этого у нас пару дней выпало подготовки, а это где-то за неделю примерно до турнира, и вот мы как только прилетели, сразу с первого дня играли, целыми днями сидели, восстанавливали режим и готовились. Так что мы сейчас, я могу сказать, то, что в форме играем хорошо индивидуально, то есть все в форме. Собственно, давайте поговорим о лидере сейчас турнирной таблицы. К удивлению, наверное, многих, на первом месте сейчас находится команда Тропик, на которую не было больших ставок до старта турнира. Ребята за неделю набрали 174 поинта. И вопрос, наверное, Тёме. На твой взгляд, что позволяет этой команде так хорошо отыгрывать? Ну, Интропик сама по себе неплохая команда, они уже с прошлого года заявили о себе, что они могут бороться за призовые места. Чуть-чуть не хватило им до отбора на главный чемпионат мира. Как можем наблюдать, они уже в этом году делают все, что в их силах, и развиваются с каждым днем. Индивидуальные игроки там подкованы, так скажем. Кого-то ты бы выделил отдельно? Нейлуп, понятное дело, машина. Составит тебе конкуренцию за звание MVP в этот раз? Да, не знаю. Посмотрим, как будет. Да, вторая неделя покажет. Возможно, есть еще какие-то команды, кого вы бы отметили, кто вас удивил на этом турнире? Да на фоне Интропик, я не знаю, все одинаково как-то играют. Что по поинтам, что так. Ну, фейзы, наверное, то, что они, сейчас находятся на втором месте. Что они не внизу турнирной таблицы? Да. По сравнению с прошлым годом. Ну, опять же, посмотрим, как будет дальше. И турнир еще не доигран. Что еще может поменяться? Ну, возвращение суперсистемы, мне кажется, пошло на пользу фейзам, которые всегда были хорошие агрессивные команды и достаточно много киллов набирали. Даже при отсутствии топов у них получается набивать хорошее количество поинтов. Плюс у них недавно была смена состава, что, видимо, тоже пошло им на пользу. Посмотрим. На мой взгляд, можно обсудить еще Хероиков, потому что они были триумфаторами PGC, но пока что не показывают хорошего результата. Аль, как ты считаешь, на второй неделе они камбэкнут, или же ПГЦ было просто вот каким-то одним турниром, на котором они выстрелили и больше не покажут ничего сильного? Ну, скажу, может, грубо сейчас, но даже ПГЦ не было их триумфом,
как по мне, потому что они сыграли хорошо только 3 дня за 2 месяца. И это финал. Учитывая то, что там очень для них благоприятные зоны были, и они, ну, хорошо отыгрывали, но, типа, вот только 3 дня. И вот как они вернулись домой, ни ГЛЛ, ни ПКС они больше так же не играли, как те 3 дня. Это 3 дня лучшие в их жизни просто. Давайте поговорим про игру нашей команды. На данный момент мы находимся на 5-м месте турнирной таблицы, у нас 98 поинтов. С какими сложностями на данный момент сталкивается наша команда и как мы планируем с ними работать перед финальной неделей? Я не знаю, мне кажется, как всегда, индивидуальная форма немного в каких-то моментах. Не хватает ее. Индивидуальная командная форма, я бы сказал. Потому что где-то менее агрессивно играем, где надо сыграть более агрессивно, где-то там просто детские глупые ошибки, из-за которых умирает один, из-за которых сыпется вся команда. И что нам просто не дает сыграть хорошо игру и набирать поинты. Как мы планируем на этой неделе перед финальными играми с этим работать? Будем больше сейчас играть вместе. Ранки добегать, пересмотрим игры. Разбор, да. Более детально, более лучше. И на следующей неделе, чтобы не было таких моментов. Плюс лобби, которое есть на этом ПКСе, такого еще никогда не было. И это тоже добавляет свою, так сказать, изюминку, с которой... Не с которой, а к которой нужно привыкнуть. А что ты имеешь в виду под особенностью? 6 турецких команд, я имею в виду. Есть такие команды, у которых одинаковый плейстайл абсолютно у всех, и непонятно, в общем, они как-то действуют себя непривычно, что ли, для нас. 6 турецких команд. Наша Как это команда хорошо, может приспособиться к такому геймплею. Ну, если мы не в центре первого круга, конечно. Да не, приспособиться нормально, просто было чуть непривычно, а так приспособиться вообще легко, я бы даже сказал. Я говорю, если ты не в центре первого круга, тебе на зетке в кем заезжают типы. Я уже забыл про это. Окей, давайте обсудим последнюю игру этой недели игровой, где Example подарил победу нашей команде, можно сказать, в ИТ. Molly as well, but now they know it's close, and that's exactly what you were talking about, Hypok, with innate range, and the first one comes over. 68 damage done, forcing him to heal up. Now he's going to be blind for a good while as well. The Molly is right on point. So perfect in everything they do. Limited utility, only smokes the play around 1v3 against the first place team here. Example, can you do it? Damage coming through, but not enough to find the first dog. Seconds around, finds the double! Back to back, just one more player left alive. Example, 4 to 6 XP goes for the first aid. Wants to get the heal up. Iva's still at full HP, but there might just be a chance here. He's going to try and flash out the smoke here. Evas has got to hold this angle. Actually, Example catches a little bit of it. Oh, blue. One tick here could be the deciding factor whether you win this. Not playing it smart. Blue, and he wins it! 1v3! Example prevails! Тём, вопрос к тебе. Оставшись 1-3 против лидера турнирной таблицы, о чем ты думал? Что было у тебя в голове? Планировал ли ты как-то отыграешь концовку? Либо же ты действовал просто на геймсенсе? И что, на твой взгляд, тебе позволило выиграть этот клатч? Ну, когда мы с Али остались 2-3 против энтропиков, и там была такая ситуация, что он поджимал немного, чтобы, занять более лучшую позицию, а я стоял сзади, у соперников было много утила, с помощью которого они и выкурили Алю, нокнули его, и в тот момент, что-то внутри меня подсказывает, что, я это выиграю, но я сам не знаю как, руки сами за меня все сделали. Ну и что вышло, то вышло, в общем. Да там было все проще, я просто знал, что я словлю байтнок, энтропики просто побегут на иксе пушить последнего за последним поинтом, и Тёма их там выделает, все было намного проще. Окей, будем надеяться то, что на следующей неделе наша команда
еще не раз возьмет топ-1 и подарит фанатам яркие моменты. Вот. И напоследок как раз-таки давайте обратимся к нашим фанатам, вот, которые болеют и поддерживают нас на трансляциях, и поблагодарим их за это. Хочу передать нашим фанатам большое спасибо за то, что смотрите, поддерживаете, за то, что пишете в телеграм-чате, в PUBG Fun. Мы все читаем, ну я лично все читаю, все вижу. И будем стараться на следующей неделе выложиться на полную, чтобы камбэкнуть. Хейтеры, держитесь. Окей, парни, спасибо большое, что пришли сегодня на интервью. Вот, удачи вам на финальной неделе. Будем за вас болеть.